Сегодня у нас небольшая посылочка в кадре, и это все, что мы сегодня распакуем. Как вы видите, в кадре также лежит моя старая многострадальная камера. Ну, может быть, не такая уж и старая, но достаточно много поработавшая в моих руках Sony X3000. Как вы видите, у нее тут такой вот колхоз, который мы с вами делали вместе в одном из предыдущих видео. Если у вас нет возможности купить какую-то специализированную нормальную ветрозащиту для Sony, то вы обязательно посмотрите, вот здесь вот будет подсказочка. Посмотрите это видео, как сделать. Вот эта ветрозащита, она супер бомбическая. Я ее сделала сразу после того, как заказала вот эту посылку, потому что мне нужно было продолжать пользоваться камерой, а посылку я ждала неизвестно сколько. С момента, как я нашла продавца, и до момента получения прошло около 2 месяцев. Ноябрь, декабрь. Ну, в общем, короче говоря, даже больше, наверное, 2 месяцев. В общем, заказала я ее в России. А как знают подписчики моего канала, я надеюсь, вы подписчики моего канала, если нет, то обязательно подпишитесь. Я живу в Ирландии, и посылка шла ко мне долго. Да и ребята такие, ну, в общем, они как бы вроде бы нормальные, доброжелательные, приветливые, все прикольно, но они такие что-то пропадают периодически. Непонятная была история, то есть я им пишу. Ну, здравствуйте, скажите, сколько стоит, мне нужен чехол для камеры черный. Хотела именно чехол, потому что мне не нравится, что она белого цвета, она слишком броская, она бросается в глаза, слишком много привлекает внимание. Я часто креплю ее, допустим, на козырек, на бейсболку, если мне нужно освободить руки, и она слишком белая, чтобы ходить с ней по улице, она привлекает много внимания. Я хотела бы ее перекрасить черной, даже думала сделать это просто акриловыми красками. Давно удивлялась, почему никто не возьмет, не сделает штуки на 3D принтере, просто сделать насадку. Я нашла даже в ютубе, мужик выкладывал свои 3D модели, которые можно просто брать и печатать, которые он делал для себя, там, ветрозащиту, вот, выкладывал. Просто у меня не было сейчас под рукой принтера, ближайший принтер у мужа на работе, а муж работает сейчас удаленно, поэтому у него доступа к нему тоже не было. Так бы, конечно, он распечатал просто на работе. Я написала ребятам, говорю, сколько стоит, мне нужен черный чехол с ветрозащитой, крышечка мне не нужна. Они говорят, 1200 плюс 500, в общем, 1800 они мне посчитали это. Я говорю, окей, сколько стоит доставка в Дублин? Ну, чтобы сразу оплатить, чтобы мне вот это вот все не растягивать. Они говорят, уточним на днях. И тишина. Дня там, не знаю, через 5 или через неделю, что-то такое я пишу. Ну, что, как? Сколько стоит доставка в Дублин, индекс такой-то. На днях уточним. И пропадают вообще там почти месяц, я, наверное, ждала, они никак не реагировали. Ничего мне не писали, не отвечали. Ну, думаю, блин. Написали worldwide доставка. Ну, делайте worldwide доставку. Зачем морочить людям голову? Ну, думаю, ладно. Напишу еще раз. Типа, ну, есть кто живой уже, тут кто-нибудь ответьте. Ой, да, ну, они извинились, там, типа, некрасиво очень с нашей стороны, извините, мы обязательно скоро узнаем. Типа, доставка стоит 500-600. Я говорю, хорошо. Оплатила я им за все 2300. Перевела просто на карту Сбера. И буквально там довольно быстро, через несколько дней они напечатали, может быть, за неделю, ну не знаю, недолго, в общем, это было. Они напечатали этот чехол, прислали мне трекинг номер, что выслали. Трекинг почему-то от меня не отслеживался, хотя это обычный номер трекинга был на сайте Почты России. У них он отслеживался. Я попросила там где-то через полмесяца, может, проверить, в каком месте посылка находится. Они мне скинули скриншот, что вот она идет. Я говорю, ну ладно, хорошо, идет и идет. И через месяц она пришла. Вот уже, по-моему, в 2021 она пришла, если ничего не перепутала. И после этого она у меня тут еще кучу времени валяется, потому что мне все некогда распечатать и разобраться и посмотреть. И вот эта ветрозащита меня более чем устраивает. Но единственное, почему я ее сейчас собираюсь поменять, во-первых, потому что колхоз, ну, это тоже не главное. А во-вторых, потому что все-таки мех, как я предполагала, довольно длинный. И когда я забываю про него, он иногда может от ветра полезть в кадр на улице. Это, конечно, минус. А в остальном он меня полностью устраивает. Несмотря на то, что я понимаю, что это когда-нибудь должно отвалиться, вот оно такое все, здесь двусторонний скотч со всех сторон лезет. Но, в принципе, это работает, а больше ничего не требуется. В общем, такую вот обклеенную со всех сторон посылочку. На русском языке зачем-то написано чехол для видеокамеры, одна штука. Ну, это смешно. Хорошо, что на английском написали. Видимо, так надо было. Давайте распакуем, наконец, посмотрим, что же там внутри. Здесь упаковано в пупырчатку. Я смотрела их производство, они, я так понимаю, просто сидят дома печатают. У них аккаунт в Инстаграме, я их в Инстаграме, собственно, нашла. И вот они в Инстаграме продают эти чехольчики. Я так понимаю, сами они, конечно, по России работают, но хорошо упаковано, прям так замотано, не прицепишься. Интересно, бокс, тоже напечатанный на 3D принтере, картонный, похож на рулончик от туалетной бумаги. Ну, боюсь, что это он и есть. Я не знаю, но здесь прикольно. В принципе, выглядит это симпатично. Можно даже, наверное, использовать как чехол для камеры.
в общем-то. Ну, он картонный, со всеми вытекающими, конечно, это одноразовая вся история. Но он прозрачный. Так, ветрозащита. Кстати, на ощупь идентично. Мех абсолютно тот же самый. Ну да, изнутри он такой же. Кстати, мне крышечку положили, хотя я просила без крышечки. Я в какой-то момент поняла, что крышечкой я пользоваться не буду, потому что, ну, во-первых, она у меня есть, и я с ней уже ходила. Это привлекает внимание. У меня была здесь уже крышечка, что когда снято, значит камера вооружена. Люди уже так смотрят, что типа крышечка снята, висит, если рядом болтается, значит уже привлекает внимание. А когда просто камера в руках, непонятно, включена она, не включена у человека, то есть просто держу себе камеру, держу, то есть непонятно, снимает она или нет. Это, конечно, плюс. Так, это, собственно, чехол, в котором уже есть довольно толстая ветрозащита, поролоновая. И она, кстати, ну такая довольно толстая, я бы сказала. Не знаю, как будет поглощать вот эта часть, но по идее как-то будет. И вот такая вот штука сверху пристегивается. Благодаря тому, что здесь вот такой порожек есть, мех, я надеюсь, не будет так сильно лезть в объектив. Все-таки он будет немножко прижиматься этим порожком. Плюс этот порожек защищает стекло камеры от каких-то физических воздействий. Ну, то есть, если она как-то вот так упадет, то часть удара примет на себя вот эти рожки сверху и снизу. Хорошо, что они есть. Я надеюсь, они не будут затемнять кадр. Скорее всего, не будут. Мех идентичный вообще, ну просто абсолютно идентичный. Так, значит, сбоку отверстие для кнопок экрана, снизу для смены сим-карты и вот этой вот важной штуки, на которую прикручивается 3/4. И сверху вырез под кнопки управления. Кстати, он не захватывает вот эту кнопку, что хорошо, в общем-то, она мне не особо-то и нужна. Крышечку я не заказывала, писала без крышечки, на крышечку положили, но есть и есть, как бы она мне не помешает, я не знаю, как она работает, как она фиксируется, но как-то типа так, наверное. Но я ее все равно не ношу. Ну, есть и есть, пусть будет, может быть поношу. Ну, давайте тогда разденем мою камеру от старой ветрозащиты. Я надеюсь, все-таки новая будет лучше. У меня тут вот так вот ужасно все это выглядит. Но, ужасно или нет, но защищает оно идеально, просто идеально. Никаких проблем с ветром у меня не было уже очень давно, с тех пор, как я прилепила вот эту всю фигню вместе с вами. И оно ни разу не отпало, не отваливалось, ни разу мне не трепало нервы. Единственное, что лезла постоянно в порт SD-карты. Так, сейчас отлепим эту всю историю. Хорошо приклеила, блин. Я так старалась, чтобы оно не отлетело. Вот, такая вот красивая, аккуратная камера осталась. Ну и давайте облачим ее в новое обмундирование. Везде мех позастревал. Выглядит замечательно. Таким образом, это, на мой взгляд, еще неплохо укрепляет чехол камерный. С ним все отлично. Вот так. Главное не задвигать слишком глубоко. Можно задвинуть глубже, но, видимо, тогда будет придавливаться немножко ветрозащита, и, следовательно, снижаться ее эффективность. И будет плохо открываться вот эта крышечка. Утопилась чуть-чуть кнопка записи из этого чехла. Кстати, что-то не закрывается. То, что утопилась кнопка записи, она стала в стык с толщиной чехла. И это замечательно, потому что у меня неоднократно случалось, что я ложу в карман, либо в кенгурятник на поясе. И эта кнопка каким-то образом нажималась во время ношения этой камерой. И когда я потом это замечала, имела забитую карту, разряженный аккумулятор, все вытекающие проблемы. Что, конечно, грустно. Угу.
Да, замечательно, все работает. Все влезло, даже если чуть-чуть глубже утопить, оно же здесь, я не учла, здесь же на шлейфике. Поэтому все отлично помещается. Прям вот четенько подходит, размеры идеально совпадают, вообще все идеально подходит. Может быть, я хотела бы еще вот здесь какую-то там перемычечку, может быть. Тогда это было бы немножко прочнее. Но тогда, наверное, тяжело бы влазила камера. А так все очень-очень классно. Ну, эту штуку померять надо, как она сюда влазит. Не знаю, как-то она вообще по-дурацки выглядит. Может быть, я не так одеваю. Что я неправильно делаю? Да нет, вроде бы так все. Ну, здорово, положили в подарок. Ну, спасибо, спасибо. Спасибо за подарок. Надеюсь, не будет отваливаться меховушечка. Все, замечательно. Мы имеем камеру, которая уже полностью оснащена всем необходимым. Я не знаю, Соня, что с вами не так? Почему вы не делаете ветрозащиту на свою камеру? Почему продаете экшен видеооборудование без ветрозащиты? Это настолько странно. Я не понимаю. Кстати, вот сюда влезет. Ну, так уже, конечно, не влазит, да. Все. На сегодня все. Буду с вами прощаться. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Спасибо, что вы подписались, поставили лайк этому видео и написали под видео комментарий. Я вас всех очень сильно люблю. А на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care.